Всю жизнь играл по правилам, всегда был хорошим парнем. Ну куда это меня привело? Риторически как-то сказал мой клиент на консультации. Привет, я Оля Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, почему девушкам не нравятся хорошие парни. Я расскажу, что такое выученная хорошесть, как научиться говорить «нет», и расскажу историю моего клиента, хорошего парня. В конце этого видео я открою тебе 5 шагов, которые помогут тебе справиться с синдромом хорошего парня. Итак, как понять, что ты хороший парень? Проведем тест. Ты всегда стараешься угодить другим, ты ставишь потребности других выше своих, ты боишься конфликтов, ты не уважаешь свои границы, ты боишься сказать другим «нет». Если у тебя 3 пункта из 5, то привет, мой хороший парень! Быть хорошим парнем не приведет тебя к счастливым отношениям, а приведет тебя к недовольству, низкой самооценке и зависимым отношениям. Почему? Да потому что невозможно построить здоровые отношения, если ты не уважаешь себя. Почему девушкам не нравятся хорошие парни, и всегда ли это так? Хорошие парни не про эмоциональные качели. Проблемным девушкам, а их очень много, часто нужны проблемы, чтобы жизнь не казалась им слишком однообразной. Хорошие могут быть скучноватые и даже душноватые. Они без драмы, без бурных споров. Не все девушки готовы к спокойной жизни. Некоторые из хорошиков могут быть такими очень мягкими и легко прогибаемыми. Ну, когда всегда соглашаются и стараются всем угодить. Хорошие парни возводят девушку на пьедестал. Некоторые девушки считают, что такие парни не мужественные, ведь парень, который может взять на себя ответственность и проявлять силу, очень привлекателен. Это не значит, что все хорошие девушки обожают плохих парней. Это далеко не универсальная истина, и многое зависит от разных факторов – воспитания, личных ценностей, жизненного опыта и многого другого. Ведь воспитание и детский опыт играют огромную роль в формировании нашего понимания того, кто нам кажется привлекательным. Например, девушки, которые выросли в семье, где было уважение, доброта, ответственность, могут быть склонны к выбору мужчин, которые и демонстрируют эти самые качества. Но чем девушка более психологически травмирована, тем больше ей нравятся плохиши, и тем больше она нравится хорошему парню. Расскажу тебе историю про классического такого хорошего парня, моего клиента. Ко мне на консультацию пришел, назовем его Алексей. Он был постоянным поставщиком хорошести, вежлив, внимателен, всегда готов помочь. Он был очень зависим от своей девушки Маши. Леша стремился удовлетворить все ее потребности, даже тогда, когда это ставило под удар его собственные интересы и желания. С самого начала их отношений Алексею не понравилось отсутствие обратной связи со стороны его девушки. Он непрерывно ожидал ее ответов, которые давались очень холодно и без особого энтузиазма. Маша вяло реагировала на Лешины пожелания и инициативы. Получилось так, что отношения развивались односторонне, и в итоге Маша настояла на том, что они вдруг должны жить вместе. Алексей стиснул зубы, согласился. Он верил, что когда они съедутся, то отношения станут лучше, и Маша по волшебству превратится в ласковую девушку. После переезда весь быт взял на себя Алексей. Он занимался уборкой, приготовлением пищи, ремонтом, обслуживанием собаки и дочки Маши. В начале их совместной жизни Маша иногда участвовала в бытовых делах. Но со временем она забила на быт, и весь домашний труд лег на плечи Алексея. Алексей с самого начала сомневался в правильности своего решения встречаться с Машей. Он понимал, что их общие интересы крайне ограничены, да и поговорить-то им не о чем, и эмоциональная связь так и не образовывается. Он также осознавал, что Маша вносит минимальный вклад в отношения, в то время как он сам старается гораздо больше. Маша не учитывала его желания и интересы, и основной причиной начала их отношений было сострадание со стороны Алексея. Он хотел спасти Машу, и таким образом он доказывал сам себе, что он нужен. Так они и жили дальше.
Лёша верил, что, может быть, в отпуске что-то изменится, может быть, там будет больше времени для них двоих. Но в отпуске Маша была недовольна всем. Новой страной, едой, гостиницей, развлечениями, даже предложениями Лёши относительно мест, куда можно сходить вдвоем. Машина кислое и капризное лицо можно было показывать детям, если нужно было вызвать их истерику и слезы. Маша превратила дом Алексея в берлогу, потому что была очень неряшливая. Вместо создания уюта она как будто специально создавала помойку. Кроме того, у Маши была дочка, которая жила в квартире Алексея. Ребенок остался от прошлых отношений, но ее воспитанием Маша совсем не занималась. Все это заставляло Алексея чувствовать себя холодно и неуютно в отношениях с Машей. Он чувствовал себя как выжатый лимон и понял, что ничего не меняется, становится только хуже. Он осознал, что его интересы и потребности постоянно отходят на второй план, и он стал понимать, что дальше так жить нельзя. Лёша неоднократно пытался объяснить Маше, что ему не нравится, но Маша не принимала критику. Она делала противозачаточное такое лицо и просто уходила из дома по своим делам. Ведь она уже привыкла к постоянной готовности Лёши ей угождать. И она не могла понять, почему он вдруг захотел что-то изменить. Все норм. Она начала бомбардировать его обвинениями в эгоизме и невнимательности к ее потребностям, что она, например, давно не была в отпуске, что Леша не заботится ни о ее собаке, ни о ее дочке, ни о ней самой. Ей было вечно всего мало. Алексей чувствовал себя виноватым перед Марией, когда она пыталась его обвинить, но в то же время он ясно понимал, что не может продолжать жить так дальше. И отношения радости не приносят. Давай разберем Алексея. Этот парень – настоящее золото. При любой возможности он готов помочь, с какой бы просьбой к нему ни обратились. Он постоянно заботился о своей девушке, в каждой ситуации ставил ее интересы на первое место, даже если его собственные интересы и нужды остаются где-то за кадром. Многие девушки мечтают о таком парне, где можно просто свесить ножки и ни черта не делать. Но что ж творится с Алексеем? Он чувствует себя обделенным и неоцененным. Маша начинает воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. Она не ценит его усилия и не уважает его границы. Леша почувствовал, что его нужды и чувства уходят на второй план, а его добросердечностью и готовностью идти на компромиссы просто злоупотребляют. Алексей, как и многие хорошие парни, встретился лицом к лицу с неравноправием в отношениях. Ведь ему постоянно приходится ставить потребности своего партнера выше своих, что, конечно же, приводит к недовольству и разочарованию. Он чувствует, что его не ценят и не уважают, но он растерян и не знает, как изменить эту ситуацию. Да, он боится конфликтов, а еще ему очень страшно ясно сказать своей девушке «нет». На консультациях мы занимались тем, что исследовали то, как Алексей обходится со своей злостью. Мы выяснили, что с детства родители подавляли все чувства Алексея, а также даже применяли физическое насилие. И таким образом Алексей научился давить злость в себе. А злость – это именно то, с чем нужно работать хорошим парням. По итогу нескольких консультаций Алексей выгнал Машу из своей квартиры и теперь радостно наслаждается свободой и готов начать общаться с новыми девушками. Ну а теперь вернемся к тебе. Почему ты стал хорошим парнем? Давай разберемся концепции выученной хорошести. С детства нас учат быть хорошими. Ведь «я» – это последняя буква в алфавите. Не смей быть эгоистом, сынок. Все должно быть в соответствии с определенными социальными нормами и ожиданиями твоих родителей. Это может включать в себя вежливость, щедрость, удобство и скрытие своих уязвимостей. Эти уроки, конечно же, могут быть полезными, потому что они помогают нам интегрироваться в общество и устанавливать положительные отношения с другими. Обычно родители в детстве часто шикают на своих детей, если те очень активные, шаловливые и любознательные. Это происходит потому, что родители не такие активные, они позволяют себе меньше и многое себе запрещают. Поэтому они не справляются с активностью своих детей, им стыдно, например, и важно, а что же подумают другие? Поэтому они делают своих детей удобными для них же самих. Тем самым они подавляют эмоции, желания и стремления ребенка. А ребенок очень хочет любви родителей, поэтому он подстраивается и делает все, чтобы быть любимым и хорошим.
Такими и вырастаем, без понимания того, чего мы вообще хотим. Однако проблема возникает, когда эта выученная хорошесть становится обязательной. Если мы не соответствуем этим стандартам хорошести, то мы начинаем чувствовать себя плохими. И если мы перестаем быть хорошими, то появляется этот жуткий сковывающий стыд. Это может привести к тому, что мы станем хорошими в попытках избежать этого стыда и получить одобрение от других. Ну, прям как от родителей в детстве. Хороший парень может стать таким, потому что он научился подавлять свои потребности и чувства в пользу потребностей и чувств других. Он может стать чрезмерно навязчивым в своем стремлении угодить другим, и это может привести к проблемам в отношениях и низкой самооценке. Важно понимать, что быть хорошим парнем не всегда про добро и заботу. На самом деле это означает игнорирование своих собственных потребностей и чувств, и что в долгосрочной перспективе может быть очень губительным. Если тебе отвлекается то, что я говорю, вот тебе 5 шагов, которые помогут тебе разобраться со своим хорошим парнем и зайти на новую ступень. Первый шаг – это осознание. Да, ты, возможно, слишком хороший парень. И знаешь, это очень коварная штука, ведь общество поощряет такое поведение, и поэтому увидеть это в себе может быть очень сложно. Но если ты ощущаешь, что часто отодвигаешь свои потребности в сторону ради других, или что ты, например, часто чувствуешь себя прозрачным, то, возможно, это сигнал от твоего внутреннего «я», что ты, слишком хороший. Ставим границы. Это следующий важный шаг на твоем пути к новому «я». Важно научиться говорить «нет», когда ты чувствуешь, что тебе не хочется исполнять чужие просьбы, или когда кто-то идет вразрез твоим ценностям или потребностям. Про то, как говорить «нет», я расскажу немножко позднее. Улучшаем самоуважение. Слишком хорошие люди часто страдают от недостатка самоуважения. Они могут чувствовать, что их ценность зависит от того, как они угождают другим. Но нет, твоя ценность в тебе самом. И работа над улучшением своего самоуважения поможет тебе чувствовать себя более уверенным в твоих потребностях. Отстаивай свои права и потребности уважительно и уверенно. Так ты становишься более уверенным в своих отношениях с другими. Например, в следующий раз, когда ты почувствуешь, что твои потребности или границы нарушаются, то попробуй выразить свои чувства. Можно сказать что-то вроде «Я ценю твое предложение, но сейчас я не могу его принять». Время заботиться о себе. Самозабота – это важнейший элемент в перестроении своего слишком хорошего «я». Это может означать уделение времени или заботы о своем физическом или эмоциональном здоровье, а также для занятий тем, что тебе действительно нравится. Помни, ты заслуживаешь любви, уважения и заботы, как от других, так и от себя. Не бойся становиться лучше и стремиться к большему, ведь ты этого заслуживаешь. Как научиться говорить «нет»? Понимаю, что некоторым из вас сложно вдруг с бухты-барахты отказать другому человеку. Даю психологический лайфхак. Сейчас я буду задавать несколько вопросов, и ты постарайся прислушаться, что происходит внутри. Легко ли тебе принимать похвалу? Легко ли тебе принимать благодарность? Легко ли тебе слышать комплименты? Легко ли тебе делать комплименты, благодарить другого и давать позитивную обратную связь? Если ты испытываешь с этими вопросами трудностей, а когда тебе говорят, какой ты классный и зайка, то ты отвечаешь: ой, да что вы, я не такой, ой, да я ничего не сделал, да что вы. То есть тем самым ты отвергаешь похвалу и комплименты, тогда вот что можно сделать. Попробуй себя спросить, почему ты не заслуживаешь добрых слов про себя и почему ты их отвергаешь. Попробуй научиться говорить другому то, что нравится тебе. Например, тебе нравится дотка, Диабло последнее, видео для взрослых, писать код, пицца пепперони, красивые девушки, сдирать защитную пленку с новых устройств. Да, это то, что тебе нравится. И когда тебе становится комфортно в этом месте, и ты понимаешь свои желания, то научиться говорить «нет» станет чуть легче. Тебе будет проще замечать то, что тебе нравится, а что не нравится. Вообще, для того, чтобы научиться отказываться и говорить, что тебе не нравится, и критиковать другого, нужно тренироваться. Прям как в зале. И вот тебе секрет. Чтобы научиться давать негативную обратную связь, многим помогает сначала тренироваться давать позитивную обратную связь. Но и это еще не все.
Можно попытаться разобраться со всем этим самостоятельно, бесконечно смотреть видео на YouTube, насильно пытаться измениться. Но обычно это очень долго и малоэффективно. К концу этих упражнений многим просто хочется махнуть рукой и сдаться, обвиняя всех вокруг. Если ты устал от попыток, я написала большую статью аж на 30 страниц. Там как раз про хорошего парня. В статье я последовательно объясняю метод, благодаря которому ты сможешь исправить свои ошибки и стать магнитом для девушек, которые тебе нравятся. Ранее я делилась этим методом только с участниками моего платного курса и на личных консультациях. Но теперь шок! Первые 1000 мужчин смогут получить мой метод абсолютно бесплатно. И это количество наберется очень быстро. Поэтому ты счастливчик, ты можешь забрать действующее руководство прямо сейчас. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео и получи методичку. И поверь, эта статья слишком полезная для того, чтобы быть бесплатной. Поэтому не упусти ее.